Привет всем, кто смотрит канал «Сумерки богов». Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. Если вы нажмете на колокольчик справа от кнопки «Подписаться» под этим видео, то не пропустите ни одного нового выпуска нашего канала. 29 октября в музее Марины Цветаевой в Москве я читаю лекцию об опере «Свадьба Фигаро» Моцарта. Этой лекцией мы начинаем подготовку к поездке в Париж в конце ноября. Все желающие прийти на лекцию смогут купить билеты на платформе TimePad. Ссылку, как всегда, вы найдете в описании этого видео. Сегодня третий и последний репортаж из Метрополитен Опера, где я вчера посмотрел оперу «Макбет» Верди. Спектакль этот был рядовой, можно сказать проходной, вторник вечером, но тем не менее вокруг этого спектакля очень много шуму, очень много разговоров, именно потому, что первые два спектакля должен был спеть Пласидо Доминго. Но в связи с известными уже каждому меломану деталями, Пласидо Доминго отменил участие в этом спектакле, но интерес публики все равно к ней остался. Вчера билеты были проданы не целиком еще утром, но в Америке существует прекрасная система в будние дни. Непроданные билеты начинают продавать по сниженной цене, и поэтому, когда я пришел за полчаса до начала в театр, я увидел очередь в кассу, где люди, довольные, покупали билеты уже не за $350, а намного меньше. Так что в результате зал был заполнен, хотя публика была очень специфическая. Она не напоминала мне ту публику, которая была 5 числа на Манон и 6 числа на Турандот. Вот такая специальная публика. Во-первых, зал наполовину, наверное, говорил по-русски. Кажется, все русскоязычные люди Нью-Йорка собрались в этот вечер, чтобы послушать Анну Нетребко. Было также много представителей других бывших республик СССР. Со мной сидели две прекрасные азербайджанки, которые, видимо, пришли посмотреть и послушать жену их народного артиста. В результате они разговаривали весь спектакль. Было немножко даже необычно. Но не этим отличался зал вчера, а в первую очередь тем, что, как в старые добрые советские времена, в Большом театре на балетном спектакле после каждой вариации, после каждого, что называется, подъема ноги, публика торопилась хлопать, потому что прекрасно понимала, что надо на те $150, что они заплатили, накрутить себе адреналина в крови. И так это и происходило. Иногда плохо было для музыки, конечно, потому что после прекрасного хора, например, должен вступать тенор, и, к сожалению, аплодисменты, которые ворвались между арией тенора и хором, снизили как бы настроение, царящие на сцене. Ну, всегда, знаете, существуют такие потери. Начинаешь вспоминать добрую старую Германию, где все-таки люди хлопают с удовольствием, обильно, но после окончания действия. Вот уже 5 дней я в Америке и очень люблю эту страну, и очень я, конечно, люблю Нью-Йорк. Это удивительный город, ни на что не похожий. С огромным удовольствием я хожу по Манхэттену пешком, гуляю по Централ-парку и хожу в музеи, например. Для европейского человека в Америке и в Нью-Йорке, конечно, всегда удивительно то, что соседствуют абсолютные шедевры и абсолютно фальшивые произведения. Вот это соседство уникального, выдающегося, ни на что не похожего, с фальшивым и вторичным мы наблюдаем в Америке везде, и это был основной девиз вчерашнего спектакля «Макбет». Потому что если взять любой компонент этого представления, вы обнаружите, что идеальная, маленькая, выстроенная драматургически опера Верди превращается в какое-то фальшивое пафосное произведение, потому что, во-первых, пригласили английского режиссера Эдриана Ноубла, который многие годы возглавлял Королевский шекспировский театр, и он, конечно, пытается нам поставить Шекспира, а не ту оперу, которую Верди написал по Шекспиру. Если вы видели спектакль «Дон Карлос» в Большом театре, это тоже Эдриан Ноубл, то вы, наверное, примерно понимаете, о чем я говорю. Хотя спектакль «Дон Карлос» в Большом театре даже более идеален, потому что там ничего не происходит. Там все деньги вложены в очень дорогие исторические костюмы соответствующей эпохи. Артисты стоят и поют. Там, в общем, все очень просто. В «Макбете» в Нью-Йорке Ноубл пытается
показать нам новый, свежий взгляд на Шекспира, на Верди. Он переносит действие оперы куда-то в послевоенную эпоху, и «Ведьмы» — это такие, скорее, виндзорские проказницы разлива 1950 года. Все это, как вы понимаете, никак не оправдано, не объяснено. Это нужно принимать зрителю на веру. На веру нужно принимать то, что есть единая декорация, на веру нужно принимать то, что вдруг откуда-то из-под пола появляется огромный шар, весь в дыму. Это очень странный для меня спектакль, потому что в нем есть все то, что обычно ненавидят в режиссерской опере. В нем есть какой-то перенос во времени, в нем есть попытка оживить действие на сцене, потому что эти вот ведьмы самые, например, бесконечно приплясывают, да и люди на балу тоже, знаете, в каких-то таких уже диких рок-н-ролльных плясках, что, в общем, плохо сочетается с музыкой Верди. Но Ноубл хочет показать нам, что он очень четко понимает, что такое 1950 год и как это все должно выглядеть. Но, к сожалению, ни полуторка на сцене, ни вяло идущий снег, как, простите, в советской «Пиковой даме», все это ничего никак не соотносится с оперой Верди и становится скучным через 15 минут. Что вообще отличает оперу Верди от других итальянских опер? Безусловно, у каждого композитора есть свой стиль, у каждого композитора есть свои последователи, свои исполнители, те, кто понимают на 100% его стилистику. Но Верди, конечно, в этом смысле абсолютно уникален. Та музыкальная линия, тот музыкальный язык, который использует Верди, который всегда должен сочетаться с каким-то внутренним наполнением, без этого музыка становится совершенно пустой и выхолощенной. Все это делает Верди на самом деле одним из самых сложных для исполнения композиторов. Но популярность Верди приводит к тому, что его оперы ставят, совершенно не обращая внимания на то, как это исполняется, кем это исполняется и способны ли артисты наполнить эту музыку. Вчерашний спектакль прекрасный тому пример. Например, вчера в Яме царил Марко Армильято, очень известный итальянский дирижер, который в принципе, вот по сравнению с тем, что я слышал в этом театре 3 дня подряд, довольно достойно интерпретирует эту музыку. То есть это не выдающаяся художественная концепция со стороны дирижера, но это, по крайней мере, полное понимание и ощущение этой музыки. Вообще, кстати, оркестр Метрополитен Опера и хор за эти 3 дня очень заставили меня усомниться, что качество их не ухудшилось после ухода того же Джеймса Левайна, ну или после того, как он все-таки стал болеть, стал более немощным. Как-то, мне кажется, раньше, 15 лет назад, 10 лет назад этот оркестр, этот хор звучали намного лучше. Вчера, например, в женском хоре, который все время, как вы знаете, в этой опере звучит, мне показалось, что даже нет такого настоящего хорового гомогенного звучания. Кстати, мне рассказывали, что в хоре поет очень много солистов, которые не могут петь в МЭТ, они поют в разных других театрах, но потом приходят в хор МЭТ. И мне кажется, это очень ощущается, потому что все-таки солисты, которые поют хором, и настоящие хоровики — это немножко разные истории. Ну а что же певцы? Конечно, Метрополитен Опера сегодня, как один из самых богатых театров мира, как, наверное, самый богатый театр в мире, имеет возможность приглашать лучших и лучших. Кого приглашает он? Ну, понятно, что должен был петь Пласидо Доминго. Драматичный Макбет из бывшего тенора, конечно, никакой, но, тем не менее, Доминго, наверное, мог бы хотя бы вот эту итальянскую мелодическую линию как-то пытаться представить. Потому что вместо него спектакль пел Желько Лучич, и он продолжает всю серию до конца. Правда, он был болен, один из спектаклей он даже отменил. И не знаю, этим ли оправдывается то, как он пел вчера, или просто этот человек с годами сдает, потому что несколько еще лет назад я видел и слышал его в разных театрах, именно в вердиевском репертуаре, потому что он считается классическим вердиевским баритоном, и как-то оно всегда было ничего. Хотя, конечно, вот этот ярлык вердиевский баритон к этому сербскому певцу, на мой взгляд, приклеивается очень сложно. Но вот время такое. Кстати, интересно, что тот же Лучич
или та же Нетребко, о которой я сейчас буду говорить, эти люди не поют вердиевских партий в Италии. Да, конечно, это можно оправдать тем, что сегодня в Италии нет тех гонораров, которые хотят получать артисты. Но я думаю, это происходит еще и потому, что само звучание этих артистов абсолютно не итальянское, абсолютно не пригодное для исполнения вердиевских партий, драматических вердиевских партий. И поэтому любой выход на сцену в Италии, я думаю, для этих певцов закончился бы печально, потому что, конечно, в Италии разброд и шатание, отсутствие денег и все такое, но там люди знают, что такое все-таки настоящее вердиевское пение. Поэтому, если вы посмотрите на список театров, в которых выступают и Лучич, и Нетребко с этим репертуаром, то вы увидите, что это Германия, Великобритания, ну и, конечно, МЭТ, где, как я уже понял за эти дни, самое главное – это все-таки заполнить зал, потому что мы слышали 2 дня назад, как старик Нетребко просто не может его заполнить и пропадает. Поэтому спасибо Лучичу и Нетребко, что хотя бы их было слышно. Кстати, по какой-то нижней границе этой слышимости проходит Ильдар Абдразаков. Хотя вчера на сцене именно Ильдар Абдразаков был самым итальянским по звучанию. Какая-то итальянская школа, не зря его так любит Рикардо Мути, ощущалась, знаете. И на его фоне особенно скучно было слушать того же Лучича, который поет очень громко и очень драматично. Но все это как-то вообще не напоминает пение. У меня было полное ощущение, что это не пение, а какая-то серьезная мелодикламация. Иногда голос выпрыгивал, как из консервной банки, спрятанный наружу, но в целом все это говорило о том, что отсутствует это бесконечное дыхание, это бесконечная непрерывная линия пения певца, когда ты не чувствуешь перехода от одной ноты к другой. Вот эта дискретность, она, конечно, убивает Верди больше всего, и эта дискретность наиболее очевидна сегодня в пении Анны Нетребко. Вот именно в этой партии. Если вы помните, несколько лет назад, когда открывалась сцена «Мариинки-2», там на гала-концерте, на котором присутствовал Путин, Анна Нетребко впервые спела арию «Леди Макбет» из оперы Верди, и все восприняли это как анекдот. И вот теперь уже Анна Нетребко поет эту партию регулярно в разных театрах. Можно сказать, что она уже спела очень много, десятки спектаклей. И вообще она сегодня, если спросить такого вот обывателя МЭТ, кто лучшая леди Макбет, вам, конечно, скажут, что это Анна Нетребко. Когда Анна Нетребко выпрастывает свой бюст из-под одеяла, такая мизансцена, люди начинают хлопать, несмотря на то, что звучит музыка. Ну, вообще, людям наплевать на музыку, это понятно. Вот примадонна, вылезшая в одно мгновение из-под черного одеяла, вот это, конечно, повод для того, чтобы обратить внимание на то, что происходит на сцене. Отдельно нужно сказать о манере исполнения Анны Нетребко. Еще каких-нибудь полвека назад считалось невозможным, чтобы звезды демонстрировали на сцене, как тяжело они работают. Сегодня такие артисты, как Нетребко, вводят этот стиль тяжелой пахоты, очевидной тяжелой работы на сцене. Именно он помогает им доказывать публике ежеминутно, что вы не зря платите большие деньги. Посмотрите, как я для вас стараюсь. К сожалению, это старание не дает ничего ни в актерском, ни в вокальном плане. В вокальном плане, кстати, все время мы слышим, как она занижает, как она расширяет. Конечно, ей тяжело, особенно в центре и внизу петь эту партию. Но и наверху, который всегда был блестящим у Анны Нетребко, ноты звучат уже не так сильно, не так ярко, и зачастую она не сразу может их взять. Но дело даже не в этом. Дело в том, что с того момента, как Анна Нетребко вылезает из-под черного одеяла в кружевном дезобелье, она все время играет докторессу зло. На ее лице очевидная маска зла. И где-то милая женщина, которая выкладывает в Инстаграм жареные блинчики с мясом, испеченные для своих друзей.
Нет, на сцене зло, на сцене маска. И для того, чтобы публика это поняла, Анна Нетребко прибегает к нестандартным способам. Например, ложится на пол неоднократно и начинает раздвигать ноги, как-то вот принимая очень сексуальные позы. Выглядит для меня это чудовищно смешно в первую очередь, но, видимо, кому-то это нравится. Такая манера исполнения на профессиональной сцене, профессиональным актером, а певец это тоже актер, конечно, может сделать честь только если этот артист участвует в каком-нибудь всекубанском конкурсе художественной самодеятельности. Но в Метрополитен-опера это выглядит, на мой взгляд, конечно, смешно и наивно. Хотя, судя по тому, как публика принимает этот спектакль, она недалеко ушла от тех зрителей того конкурса самодеятельности. И с самого первого момента мы видим абсолютно фальшивое пение. Фальшивое в данном случае не в том смысле, что Анна Нетребко берет не те ноты, а мы видим певицу, которая поет репертуар, который ей противопоказан. Она стремится все время побороть его. И она в этом смысле фальшак высшей пробы. Она всю свою энергетику артистическую, певческую, профессиональную пустила на то, чтобы научиться скрывать, как она преодолевает трудности этой партии. И это особенно, конечно, заметно в нижнем регистре, которого у нее никогда не было и, видимо, никогда уже не будет такими стараниями, потому что то, что внизу идет такой страшный, белый, утробный звук, то, что она, знаете, как говорят певцы, вываливает, открывашка, говорят певцы, вот этой открывашкой поет все внизу, это, конечно, чудовищно. Но, как всегда, вы понимаете, в этой ситуации, когда артист не может выстроить правильно центр, не может правильно выстроить низ, начинает страдать верх. И та Анна Нетребко, которую мы все любили, которую мы все обожали, потому что она с такой легкостью и с таким напором, да, ведь это тоже очень важно для артиста, когда он берет верхние ноты напористо, с куражем. Так вот, мы все ее любили за это, и сегодня страдает, к сожалению, верх, и мы это видим и слышим. В знаменитом финале сцены сомнамбулизма, в знаменитом входе наверх, который удавался единицам из певиц, которые исполняли эту партию на сцене. И, кстати, в записях очень часто это не звучит. Анна Нетребко взялась честно исполнять все, как написано. Фа, ля бемоль, ре бемоль и на пиано. Но проблема заключалась в том, что каждая из этих нот бралась с подъездом. Из-за этого линия превратилась в путающуюся змейку. Сегодня на сцену выходит артистка, которая могла петь когда-то блестяще, которая по непонятным мне причинам решила, что ей нужно петь другой репертуар, которая в своем вокальном развитии могла бы пройти несколько ступеней и иметь длительную вокальную судьбу, потому что огромное количество репертуара пропущено ею сейчас, да, она могла бы еще много лет продержаться на репертуаре, который она вообще никогда не пела. Но она сразу взяла предельно низкие партии. И результат ее сегодняшнего пения печален для всех, кто слышит, как это исполняется. Конечно, для тех, кто пришел на Анну Нетребко, потому что ему рассказали в газете, в журнале, по телевидению, что она лучшая певица на свете, для них это не имеет значения. Но, видимо, это связанные вещи, потому что мы прекрасно понимаем, с таким исполнением партии «Леди Макбет» еще лет 10 назад, а уж не говоря о том, что 20, певица бы не смогла выйти на сцену Метрополитен-опера. Ее бы просто не выпустили. А если бы уж выпустили в каком-то случае, знаете, печальном, когда кто-то заболел, то критика разнесла бы ее и размазала. Сейчас тот же Томасини, который в Нью-Йорк Таймсе всю жизнь размазывал певцов, пишет о Нетребко как о некотором чуде. Конечно, задаешься вопросом, почему это происходит. Причина всему, конечно, то, что искусство сегодня превратилось в бизнес. И, как я уже говорил в случае с тем же Пласидо Доминго, когда искусство равняется бизнесу, то надо привыкать к тому, что и методы борьбы конкурентной в этом бизнесе отличаются от того, что было всегда на оперной сцене, что способы пиара, которые всегда существовали в этом разделе искусства, уже не работают, и здесь используются те методики, которые применяются для раскрутки певцов шоу-бизнеса. В общем,
от искусства осталось очень мало. И мы понимаем прекрасно, что МЭТ первая жертва всех этих процессов, потому что зал на 4000 человек, потому что государственной поддержки не существует, потому что филантропы, которые дают деньги на постановки спектакля, это, как правило, пожилые и консервативные люди. В общем, все это в комплексе создает у меня четкое ощущение, что Метрополитен — это не тот театр, в который надо сегодня прям специально стремиться. Конечно, если вы живете в Нью-Йорке, то вам некуда деваться. Но я, например, не очень хочу специально приезжать и смотреть спектакли этого театра. Может быть, по каким-то особым специальным случаям. Надо отметить, что все во вчерашнем спектакле было очень странно. И, например, когда тенор Мэтью Полинцани открыл рот, чтобы спеть знаменитую арию Макдуфа, я, если честно, был больше всего удивлен и так и не понял, почему этот певец с голосом, которым надо петь не Марина или Герцога, вдруг завалился в эту оперу Верди и пытается в ней вокализировать. Вообще это очень-очень странная кастинговая политика, и я понимаю, что она в первую очередь связана только с тем, что люди приходят на определенные имена, и поэтому эти определенные имена поют бесконечно, опять же не дают возможности другим молодым певцам получать ангажементы. То есть мы снова, как бесконечная шарманка, закручиваемся на историю с Доминго, потому что теперь, когда его нет, хотя бы на его место, возможно, придет какой-то новый певец. Вообще в Америке хочется видеть что-то аутентичное. Знаете, есть американскую аутентичную еду и смотреть американские аутентичные мюзиклы. Потому что опера, как я понял, это все-таки очень специфическая история для Америки. Поэтому сегодня днем я отправляюсь на мюзикл, на лучший бродвейский мюзикл «Хамильтон». И завтра расскажу вам, почему же американцы так плохо ходят в оперу, зато так хорошо ходят на мюзиклы, и почему билеты на мюзиклы стоят в 3 раза дороже, чем билеты Метрополитен Опера. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, мы всегда говорим вам правду, мы экономим ваше время и ваши деньги. И до новых встреч на канале.